Привет, привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Сегодня мы с вами сделаем разбор на ваши желания. И название к нему звучит так. Сбудется ли ваше желание? Да, сбудется ли мое желание? Значит, у нас с вами будет 3 позиции. И здесь нужно загадывать не себя, а загадывать нужно как раз-таки желание. Да? Соответственно, вот я кладу первую позицию, вы можете загадать первое желание, второе желание, третье желание. Никто вам не запрещает, да, распределить свои желания между позициями. Но, мои дорогие, значит, для начала я сделаю сигнификацию, и вы слушаете, что же будет дальше, только в том случае, если она совпадет с вашим желанием. Сигнифицировать я буду не вас, а вот именно то, что вы загадали. Да? То есть, с чем связано ваше желание, на какую тему ваше желание, предположительно, что это может быть. Значит, если совпало, тогда слушайте, сбудется или не сбудется. Если не совпало, тогда можете послушать сигнификацию всех позиций. Возможно, вы интуитивно, да, то есть интуиция немножечко дала сбой, и вы неправильно загадали позицию на свое желание. Значит, вы должны понимать, что вас очень много. Вас очень много смотрят. И поэтому, конечно, может не совпасть. То есть конкретно ваша энергия может не попасть в определенный канал, в определенный поток. Не надо расстраиваться. Не надо расстраиваться. Значит, помимо того, что я отвечу на вопросы, сбудутся ли ваши желания, да, мы с вами рассмотрим дополнительно, а что же нужно сделать для того, чтобы желание действительно сбылось, да, и сбылось побыстрее. Это вы тоже можете просто прослушать для себя, даже если, да, сигнификация не попала в ваше конкретное желание. Ну, в общем, говорю много, но для того, чтобы объяснить вам, в общем, как это все будет работать. Да? Итак, двоечки, троечки идут в ожидание. Мы начинаем с единичек. Что за желание у вас, мои дорогие единички? Кого-то хотите призвать к ответственности, к серьезности, к началу чего-то. Так, это конкретный мужчина или чего? Или чего? Ну-ка, поясните мне, пожалуйста, ситуацию. Угу. Может, не конкретно это мужчина. Так, значит, здесь мне говорят следующее. Вы хотите выйти замуж. Ну, то есть здесь желание, оно прослеживается конкретно. Вы находитесь в состоянии одиночества, в состоянии, когда ничего не происходит, да, хорошего. Мужчины, которые приходят в вашу жизнь, приходят по дьяволу, то есть это мужчины, скорее всего, не свободные или не имеющие какого-то, знаете, какой-то потребности в серьезных отношениях, а вы хотите замуж. То есть здесь конкретно идет желание вступить в отношения по десяточке пентаклей, по четверочке жезлов. Это конкретные карты брака. Конечно, брак вам хочется очень счастливый, да, потому что это карта счастливого брака. Значит, чтобы было некое благосостояние, чтобы семья была полноценной, да, то есть если у вас есть детки, чтобы мужчина принял ваших детей, если у вас нет детей, чтобы родить деток, да, и как-то вот уже дальше счастливо следовать по жизни. Вот, значит, есть у вас
какой-то мужчина, о котором вы постоянно думаете, в Луне находитесь, общения с этим человеком у вас нет никакого, или даже блокировки присутствуют, или просто это молчание какое-то. Вот, значит, конкретный человек у вас присутствует в голове, но вполне вероятно, что он тоже здесь находится в дьяволе. То есть он не готов вам предлагать какого-то развития отношений. Значит, здесь, если мы берем чистое желание, это чистое желание, скорее всего, встретить достойного, серьезного, ответственного человека, который готов будет вместе с вами на условиях партнерства двигаться вперед по жизни. Вот, значит, для узкого круга людей, да, я все-таки сделаю эту оговорочку, отступление. Для узкого круга людей есть желание выйти замуж за конкретного мужчину. За мужчину как раз-таки, который не двигается, который застопорился, находится в шуте-дураке, да, то есть ничего не предлагает, просто пользуется вами, да, вашим телом, может быть, даже живет с вами, да, и пользуется еще и услугами домохозяйки, скажем так. Вот, но не делает предложения. То есть здесь для кого-то проиграется конкретный мужчина, который уже проел вам весь мозг, да, тем, что вы ждете, ничего никак не можете дождаться от него. Вот, и поэтому здесь у нас двоечка мечей выпадает и блок. Вам хочется подтолкнуть конкретного мужчину к предложению, но для большинства это все-таки найти кого-то нового, да, и вступить в серьезные отношения, ведущие к браку. Хорошо. Ну, давайте смотреть. Сбудется ли ваше желание? Ну, слава богу. Значит, смотрите. Буду рассказывать тоже так по линиям, которые вижу. Значит, для тех, у кого есть конкретный мужчина, да, конкретный мужчина, и вы хотели бы, чтобы этот мужчина на вас женился. Значит, здесь ответ такой. В брак вы вступите, но не с ним. Здесь забавно на самом деле все. У очень многих проиграется, что этот мужчина уже женат, и вы ждете, чтобы он развелся и женился на вас. Этого не произойдет. Вот, значит, у многих проиграется, что он неплохо расположился на ваших плечах, ножки свесил, вот, сидит спокойненько. Этого тоже не произойдет, то есть брака с ним. Здесь говорится о том, что некое вот такое общее желание выйти замуж у вас осуществится, но не за данного мужчину. С ним вообще, честно говоря, все идет к какому-то завершению. Вот, значит, для всех остальных, у кого нет конкретного мужчины, да, и есть вот это желание встретить партнера. Партнера вы встретите. Здесь даже говорится о том, что встретите, когда перестанете искать, и когда вы перестанете бежать за этим. Поставите какие-то точки во взаимоотношениях с бывшим, потому что присутствует этот мужчина. Он же в любом случае вышел не случайно. Есть некий мужчина, с которым у вас есть отношения.
но или он вас не устраивает, или он женат, или он не делает предложения, да, то есть с ним нужно поставить какие-то точки ощутимые, понимая, что это ни о чем, что если вам не делают предложение через какое-то время, значит, вас не выбирают, да, собственно говоря. И не надо здесь тешить себя иллюзиями, что когда-нибудь выберут. У меня есть, например, клиентка, которая 20 лет прожила с мужчиной в гражданском браке. Она ему родила ребенка, и в целом все было у них неплохо, пока он не нашел себе другую. И он, значит, с этой другой прожил всего месяца 3 или 4 и сразу женился. 20 лет или 3-4 месяца. То есть там он сразу сделал свой выбор, что женщина ему очень сильно нужна. А тут он просто пересиживал, пережидал какие-то моменты, сложности жизни. Вот так бывает. Значит, ваше желание сбудется, но нужно поставить четкую точку в неких предыдущих отношениях с мужчиной, который не идет на контакт или не может, или он женат. Да? Вот, значит, ваше желание сбудется, безусловно, не по мановению волшебной палочки. То есть до его исполнения должно пройти какое-то время. 2 завершенных цикла чего-то. Это может быть, допустим, 2 года, да, потому что год является неким циклом. Это может быть 2 витка жизненных, да, например. Что я имею в виду? Что я имею в виду? Все мы очень хорошо чувствуем, очень понимаем, да, когда начинается какой-то новый этап в нашей жизни, или это новая работа, или новый проект, или новый человек, да, в нашей жизни. И вот пока идет некое взаимодействие, некое становление, да, это считается циклом. Циклы начинаются и заканчиваются, и потом начинаются новые циклы. Вот здесь говорится 2 цикла чего-то, да, не знаю чего, может быть, вы поймете, о чем я, должно завершиться для того, чтобы вы получили то, что вы хотите. В любом случае, в вашу жизнь идет мечевой король, мужчина очень рациональный, мужчина, у которого есть своя зона комфорта, то есть есть жилье, есть работа, мужчина, который, возможно, посвящал свою жизнь науке, а не построению отношений. Да? Может быть, это человек разведенный, может быть, он никогда не был женат, этот человек. Это нелегкий человек. То есть не надо думать о том, что вот вам встречались некие сложные партнеры, и тут придет тот самый, да, который в рот вам будет заглядывать и все делать для вас. Нет, этого не случится. Придет серьезный, сложный мужчина, с которым нужно будет не то чтобы выяснять отношения, а знакомиться поближе и поглубже, приспосабливаться к нему. Но это человек для брака. Этот человек придет с серьезными намерениями в вашу сторону. Через 2 каких-то завершенных цикла. Может быть, имеется в виду еще, знаете, вы должны завершить каких-то 2 важных дела для себя. Например, поставить точку с бывшим женатым, да, и перейти на новую работу. Ну вот 2 цикла тоже так может считаться. Тут уже как бы каждый для себя как поймет, как говорится. Хорошо. Совет для вас, что вам нужно сделать, чтобы желание исполнилось. Ну, главное не гнать коней. Не искать какой-то высшей справедливости, не искать идеала и не гнать коней. Не надо думать о том, что, допустим, вам уже 40 или 50, а вот вы одна, все уже давным-давно замужем, да, и, собственно говоря, соседи смотрят косо,
родители ваши там уже руки опустили и так далее. Не надо думать об этом. То есть не нужно опираться на общественное мнение. Для каждого человека, во-первых, свой путь, да, свое время замужества, свое время найти партнера. Одно мы знаем точно, да, что у каждого человека где-то ходит его половинка. И, конечно же, кому-то везет, кому-то не очень везет. Так вот, вам говорится о том, что не надо первое искать, бежать, искусственно притягивать события к себе, искусственно допридумывать мужчин. То есть вот приходит мужчина, знакомится с вами, не нужно сразу на него накладывать определенную такую, знаете, матрицу своих представлений, что все это будущий муж, это точно ко мне пришло для того, чтобы я наконец-то осуществила свою мечту, свое желание. Значит, не нужно этого делать, не нужно идеализировать ситуацию, которая будет складываться, и искать какого-то идеального партнера. Партнер для брака придет не идеальный, но он придет для брака, для исполнения вашей мечты, вашего желания. Вот так, значит, не надо торопиться, не надо все притягивать, не надо искать, бежать, занимайтесь своей жизнью, не идеализируйте мужчину, который придет, спокойно, ровно живем, движемся, ждем. Ваше от вас никуда не денется. Как-то так. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Ваше желание. Ну, ваше желание стать звездой, добиться какого-то успеха в жизни. Реализации хочется. Здесь, скорее всего, вы или были замужем, или сейчас замужем, имеете детей. То есть у вас пройдены какие-то жизненные этапы такие важные, да, ну, которые, может быть, должен пройти каждый человек или стремится пройти каждый человек. Да? То есть здесь было или есть замужество, есть дети, которые, возможно, уже выросли. Да? И нет единственного – это реализация. Очень вам хочется реализовать себя в звезду. Может быть, вы чувствуете в себе некие способности, и вам хочется стать экстрасенсом, потому что звезда – это канал экстрасенсорики, да, то есть он скрывает в человеке определенные способности. Так вот, может быть, вам хочется стать экстрасенсом, а может быть, речь вообще не об этом, потому что звезда – это еще и аркан творчества. Может быть, вы стали писать картины, может быть, вы прекрасно вышиваете, может быть, вы делаете великолепные торты, может быть, пишете стихи, танцуете, поете, играете на музыкальном инструменте, все что угодно. Вот все, что угодно, все то, что касается творчества. Так вот, пройдя определенные жизненные этапы, реализовавшись как жена, как мать, как хозяйка, может быть, большого дома, да, вы хотите собственной личной реализации, выхода в звезду. Ну, собственно, вот такое вот желание, да, у каждого это будет свое. Кто-то, кстати, через звезду хочет построить бизнес. Может быть, вы устали зависеть от мужа, потому что здесь перевернутая четверка жезлов, да, говорит о том, что если и есть у вас муж, то, возможно, вы не понимаете смысла этого брака, не понимаете вообще его результативности, зачем мне это все нужно, бесконечный день сурка и так далее. Здесь еще присутствует некий молодой мужчина, который вам там подмигивает со стороны. То есть даже если у вас есть брак,
что это не на 100% счастливый брак, да, вы ищете каких-то эмоций на стороне. Вот. Или же вы свободны, и вот этот мужчина, которого мы здесь видим, это тоже свободный мужчина, который симпатизирует вам, как-то вас наполняет и так далее. Но желание все-таки не в этом. Желание в реализации, в собственной личной реализации и выходе в звезду. Хорошо. Сбудется ли ваше желание? Сбудется ли ваше желание? Ну, вообще ваш выход в реализацию очень сильно блокирует ваш император. Для кого-то будет, что император деспотичный, император привык быть главным. И он говорит вам о том, что, слушай, дорогая, сиди-ка ты дома, да, борщ у тебя классный получается, стираешь ты тоже неплохо, детей растишь, да, сиди дома, успокойся, я тебя обеспечиваю. То есть не нужно тебе никакой реализации, как будто бы говорит он. Значит, или, учитывая, что вы сами здесь в короле пентаклей, здесь может быть ситуация того, что у вас очень слабый муж, который мнит себя императором. Да? Мужчина, который не зарабатывает, а ходит на работу. Знаете же, да, есть такие мужчины, они ходят на работу и приносят женщине копейки и говорят: слушай, ну я же работаю, что ты хотела? Вот что ты хотела, я работаю. Значит, как говорит любимый мною очень сильно Сатья, да, нужно не работать, а зарабатывать. Мужчина должен зарабатывать, а не ходить на работу. Тогда ты можешь называться настоящим мужчиной. Вот. Значит, то есть у вас может быть такая ситуация, что ваш император ходит на работу, но зарабатывает гроши, зато строит из себя великого императора. Да? То есть господина, я здесь мужик, я вот кулаком стукнул, как я сказал, так и будет, и так далее. А по сути, вы в пентаклевом короле зарабатываете на семью. Ну, то есть вот такая здесь может быть ситуация, девочки. Так вот, в обеих этих ситуациях, мои дорогие, ваш мужчина, находящийся рядом с вами, какой-то мужчина, император, очень сильно блокирует вашу реализацию. Даже если вы разведены. Даже если вы разведены, бывший муж какими-то своими действиями или же внушениями, да, то есть человек может говорить вам о том, что вы никто, ничто и звать никак, что у вас не получится, что ты за ерунду придумала, какую-то хрень, да, куда ты там пошла учиться. Вот, то есть здесь человек, который может продавливать вашу психику и не давать возможность раскрыться. Значит, исполнится ли ваше желание? Значит, у его исполнения есть потенциал. У вас уже есть или некие способности, которые, допустим, если вы собираетесь, что такое у меня тут все щекотится, значит, или вы, допустим, хотите стать экстрасенсом или тарологом, значит, есть у вас эти способности. Нам говорят, у вас есть этот потенциал. Или хотите стать художником, есть у вас эти способности, у вас есть этот потенциал. Но здесь говорится о чем? О том, что пока исполнение вашего желания находится в, таком, знаете, вот именно фазе потенциала. То есть оно
закрыто за какими-то дверями. Оно лежит, исполнение, я имею в виду вашего желания, лежит в каком-то сундуке, на котором висит замок. Сундук лежит в комнате. На комнате тоже стоит замок, да, то есть дверь закрыта на замок. То есть оно может исполниться, и вы можете пойти в реализацию. У вас есть для этого внутренний ресурс, и есть способности, и высшие силы не обделили вас талантом. Но на сегодняшний момент высшие силы как будто бы не видят дороги к исполнению. Понимаете? Я не могу вам сказать, что ваше желание не исполнится, и не могу вам пообещать, что оно 100% исполнится. Тут, скорее всего, нам нужно посмотреть, да, что же вам сделать, чтобы оно исполнилось. Оно имеет потенциал к исполнению. К исполнению. Хотела извиниться за свой сегодняшний голос. У меня началась какая-то странная аллергия. Очень, очень сильно огрубели, осипли там голосовые связки. И говорить приходится, вы видите, с таким усилием. С усилием. Итак, я уж не могу вас оставить сегодня без расклада, правильно? Поэтому вот работаем. Давайте посмотрим, что вам нужно сделать, чтобы все-таки оно исполнилось, ваше желание. Что вам нужно сделать? Освободиться. Все-таки, вы знаете, этот император, он вкладывает в вас какие-то мысли. Газлайтингом, короче, занимается этот мужчина. Он говорит вам о том, что вы что-то напридумывали, что вы занимаетесь какой-то ересью, что вы неправильно чувствуете, неправильно все воспринимаете. Как будто бы, знаете, человек лучше знает вообще, как вам воспринимать этот мир, чему вам учиться, чему не учиться, куда вам двигаться, куда вам не двигаться. Понимаете? То есть такое ощущение, что некий мужчина, император, полностью поглотил ваше сознание, да, и вашу волю, потому что вы здесь вся связаны. И здесь, по сути, ответ – освободиться от его влияния. Это не значит, что вам нужно разводиться с вашим мужем. Ни в коем случае. Это значит освободиться от его влияния, перестать психологически зависеть от его мнения, слушать какие-то его установки и принимать их на себя. Когда человек вам говорит о том, что вы какая-то не очень умная дурочка или вообще вы бесталанная и нужно вам, вот, радуйся, что я на тебя женился, да, вам нужно быть только женой или только мамой, откиньте эти установки, откиньте, подумайте о том, что вы хотите, что вы умеете, что вы чувствуете внутри себя. Не принимайте чужие установки, неважно чьи они, мужа, мамы, брата, там, какого-то нового любимого и так далее. Не принимайте их на себя. Ваша душа пришла сюда для того, чтобы исполнить некую задачу. Так слушайте душу, слушайте себя, заглядывайте прежде всего внутрь себя. Если у вас появилось желание выйти в звезду, да, стать кем-то, реализоваться, это значит, это потребность вашей души. Неважно, экстрасенсом вы собрались стать, или певицей, да, или художником. Неважно, идите своим путем. То есть здесь совет такой: освободитесь от чужого влияния. Снимите с себя путы чужих мыслей, чужих представлений о вас. И тогда ваш потенциал реализуется. Вот такие здесь ответы, мои дорогие. Двигаемся дальше. Троечки. Угу. Что за желание у вас? Угу. Прям
с кем-то боретесь, хотите победить в какой-то битве. Ну-ка, с каким-то жестким. Да что же у нас блоки-то эти не уходят? Здесь есть какая-то ситуация, которая у вас под вопросом. Да? Может быть, это суд. Может быть, вы получаете наследство. Может быть, вы на работе решаете какие-то, знаете, вот вопросы посредством спора. То есть пытаетесь доказать свою правоту. Вы с кем-то боретесь, вы с кем-то спорите, у вас есть оппонент. И этот оппонент действует нечестными методами. По перевернутому магу это значит человек серый кардинал. Он настраивает против вас кого-то. Он, если разговор о суде, да, то он нанял какого-то такого, знаете, очень хитрого адвоката или обратился к мошенникам, чтобы они там на вас надавили с какой-то стороны, понимаете? Есть разные методы давления. Вот. Если речь о работе и о том, что вы боретесь за какое-то место, за какую-то должность или за премию, за зарплату, здесь тоже есть оппонент, который интригует против вас, да, который собирает какие-то сплетни, распространяет их, вплоть до того, что может писать на вас доносы. Да? То есть здесь есть конкретный человек, серый кардинал. Может быть как мужчиной, так и женщиной. Вот, значит, и ваше желание победить, ваше желание быть победителем в данной конкретной ситуации. На сегодня из-за этого человека, из-за его действий закрыта эта победа, блокирующая карты. То есть вы боролись за что-то и напоролись вы, собственно, на стену. Да? Не на дверь, которую можно открыть или не открыть, а на стену. Вы сейчас стоите буквально перед какой-то стеной и думаете, что же вам делать. То есть у вас сохранилось желание победить, получить что-то в этой ситуации, но руки уже опустились. Да? То есть вы уже вообще не знаете, куда вам идти, что делать. И, собственно, как действовать в этой ситуации. Хорошо. Сбудется ли ваше желание? Будет ли за вами победа? Будет ли за вами победа? Блокирующая карта, мои дорогие, к сожалению, говорит однозначно нет. Дороги на реализацию этой мечты закрыты. Что это значит? Давайте мы спросим. Ну, к сожалению, да, как бы нам не хотелось делать очень добрые, воодушевляющие разборы, ну, это не ваша позиция, да, потому что здесь говорится о том, что этот маг, человек, который является серым кардиналом, он уже победил. Поэтому ваша победа здесь невозможна. Ваш оппонент действовал по дьяволу. Вот он, дьявол. Значит, ваш оппонент, ну, как-то, знаете, подстраховался документами, что ли, какими-то словами, какими-то действиями, сопряженными со словами. То есть ваш оппонент оказался шустрее, чем вы. И, к сожалению, действуя дальше, вы попадаете все больше и больше в определенную клетку. То есть этот человек будет использовать ваши действия для того, чтобы
вы имели еще и проблемы. Да? Вот сейчас вы, допустим, просто не победили в определенной ситуации, а можете получить еще какие-то проблемы. Понимаете? Поэтому, мои дорогие, здесь ответ нет. В этой битве конкретной, маленькой, вам победить не удастся. Ну, говорю только то, что вижу. Вот. Но возможно, да, вот из того, что я вижу, вам это и не нужно. Если разговор об удержании на работе, о какой-то должности, а может, вам и не нужна эта работа, потому что здесь после проигрыша идет рыцарь жезлов. Здесь после проигрыша ощущение, что у вас появляются новые силы, и вы летите вперед, несетесь вперед во весь опор. Давайте мы, знаете, с вами спросим не что вам сделать, да, все-таки, чтобы победить, потому что здесь конкретно говорят о том, что вы уже проиграли и победил этот человек. А мы спросим, что означает этот рыцарь жезлов для вас, да? Для чего была эта ситуация? Что она открывает вам в будущем? Ну, вот смотрите, для чего эта ситуация в вашей жизни была? Для того, чтобы вы научились распознавать в очаровательных людях, которые улыбаются вам в лицо, которые говорят вам комплименты. А в вашем случае это мог быть прям мужчина, который подлез просто к вам очень-очень близко, да, вот этот серый кардинал, о нем речь. Или, допустим, женщина-подруга, которая: да я ж такая подруга твоя, я ж всегда за тебя, сзади стою, патроны подаю. Вот. Значит, ситуация была, чтобы вы, для того, чтобы вы научились распознавать в людях дьявола, научились не вестись на лесть, на открытые хлопающие глазки, а включали свою чуйку, включали свою интуицию и следовали ей. Потому что ваша интуиция в случае с этим человеком работала безотказно. Просто вы ее не слышали. Вам хотелось верить в то, что этот человек говорит правду, хвалит вас по-настоящему и так далее. Вот. Значит, вся эта ситуация – это ваше научение не доверять якобы другу или якобы подруге. Второе. Что такое рыцарь жезлов? Вот он опять здесь есть, да, как бы он несется. Здесь разговор о том, что то, что вы проиграли, на самом деле облегчает какой-то этап жизни для вас. Если бы вы выиграли, например, если разговор о должности, да, то у вас было бы очень мало времени, вы не могли бы уделить его себе, может быть, должность не оправдалась бы с финансовой точки зрения. То есть какие-то есть, проблемы в этом всем. Вам специально не дали выиграть для того, чтобы облегчить вашу жизнь. Вот о чем речь, понимаете? Выигрыш очень сильно бы ее утяжелил, и в результате вы бы через время поняли, что выигрыш не такой уж и выигрыш, да? Что здесь скорее выигрывает тот, кто проиграл. Поэтому конкретно для вас уготован некий другой путь, вы будете по нему идти очень-очень скоро, как только смиритесь со своим положением. Потому что для вас этот проигрыш болезненный. Может быть, вы давным-давно стремились, шли к нему, и он для вас, конечно, такой достаточно ощутимый и болезненный, и бьет по самолюбию. Вот. Вот такие здесь ответы, мои дорогие. Надеюсь, что
каждый из вас услышал то, что ему было нужно услышать сегодня. Благодарю вас. И как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.